Мужчины спасают застрявшего в болоте буйвола, а затем стадо совершает шокирующий поступок. Дорогие зрители, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Солнце только что взошло над национальным парком Крюгер в Южноафриканской Республике, возвещая о начале нового дня. Стадо африканских буйволов здесь часто отправляется на поиски зеленых пастбищ на рассвете. Каждый буйвол крупный, мускулистый, с крепкими изогнутыми рогами. Это стадо особенно большое и включает в себя как опытных старых буйволов, так и новорожденных малышей. Окружающая среда Крюгера чрезвычайно обширна. Повсюду раскинулись луга и заболоченные участки. Стадо буйволов имеет привычку ежедневно перемещаться на расстояние от 30 до 40 километров в поисках мест со свежей травой. Постоянное движение делает их менее знакомыми с новой местностью. Многие молодые буйволы, впервые отправляющиеся в столь длительные путешествия, часто легко теряются в стаде. Сегодня утром стадо продолжало движение к большому травяному полю, расположенному рядом с болотом. После недавних дождей трава здесь сочная и зеленая. Прохладный воздух заставляет буйволов с энтузиазмом пастись, не обращая особого внимания на окружающую обстановку. Тем временем крупный самец буйвола отделяется от стада и медленно идет в болото, чтобы найти воду для питья. Болото кажется неглубоким, но на самом деле оно очень опасно, поскольку грязь там вязкая и глубока. Буйвол продолжает двигаться к центру болота, не подозревая о ловушке. Внезапно он погружается в грязь, его ноги начинают увязать. Буйвол паникует и пытается вытащить ноги, но чем больше он сопротивляется, тем глубже тонет. Его крики разносятся по окрестностям, но другие буйволы продолжают пастись, не обращая внимания. Попавший в западню самец буйвола пытается раздвинуть грязь рогами и телом, надеясь найти опору. Однако с каждой минутой он все больше истощается и опускается ниже. Примерно через час борьбы он израсходовал почти все силы. В этот момент он, похоже, смирился со своей судьбой. Его большие глаза оглядываются по сторонам, словно в надежде на чудо. К счастью, эти луга находились совсем рядом с природоохранным центром национального парка Крюгер. Рейнджеры ежедневно патрулировали эту территорию. Элиас, работающий здесь уже много лет, возвращался после утреннего обхода. Он остановился на дороге и заметил черный рог, торчащий посреди болота. Благодаря своему опыту Элиас сразу понял, что буйвол в беде. Он быстро связался по рации со своими товарищами, сообщив о чрезвычайной ситуации. Новость быстро дошла до Гарри, смотрителя болот. Гарри немедленно привлек к спасательной операции двух коллег — Джабари и Майкла. Всего за несколько минут 4 сотрудников были собраны и приступили к подготовке оборудования. Они ехали на грузовике с инструментами и поспешили к болоту. Прибыв на место, группа увидела, что буйвол почти неподвижен и слабо дышит. Элиас и Гарри осторожно вступили в грязь, чтобы проверить глубину и безопасность. Они поняли, что грунт очень мягкий и может стать глубже в любой момент. Джабари и Майкл стояли на берегу, наблюдая и обсуждая, как вытащить буйвола. Сначала они попытались использовать веревки, обвязав тело буйвола, надеясь заставить его немного подняться. Однако буйвол был слишком истощен и почти не двигался. Все понимали, что если продолжить тянуть вручную, можно ранить животное или самому утонуть. Наконец, Гарри предложил вызвать кран из центра, чтобы безопасно поднять буйвола. Джабари быстро связался по рации и запросил поддержку. Ожидая прибытия техники, Элиас и Майкл осторожно протерли грязь вокруг глаз и носа буйвола, чтобы ему было легче дышать. Буйвол тихо застонал, словно почувствовав помощь. Более чем через 30 минут послышался шум двигателя, и кран появился на горизонте.
Машинист крана умело подвел машину ближе к болоту, не рискуя застрять. Гарри и Элиас вместе обвязали трос вокруг тела буйвола, пропустив его под животом, чтобы равномерно распределить нагрузку. Они подали сигнал водителю начать подъем. Буйвола медленно подняли из грязи. Кран осторожно опустил животное на твердую землю неподалеку. Бригада сразу подошла проверить состояние буйвола. Элиас приложил руку к его груди, чувствуя слабое, но ровное дыхание. Гарри принес воду и стал смывать толстый слой грязи с его тела. Майкл принес ведро и вылил воду на спину буйвола, очищая и охлаждая его. Джабари помогал вытирать грязь, особенно вокруг головы и глаз. После того, как грязь смыли, буйвол начал шевелиться. По его вялым глазам стало ясно, что ему нужна медицинская помощь. В этот момент на место прибыл ветеринар парка. Он принес шприц и укрепляющее лекарство и быстро сделал инъекцию. Буйвол постепенно начал приходить в себя, дыхание стало ровнее. Он открыл глаза и осмотрелся, словно пытаясь понять, что произошло. Гарри погладила его по шее, успокаивая, пока Майкл проверял ноги. К счастью, кроме усталости и нескольких царапин, серьезных травм не было. Команда с облегчением выдохнула. Спасение прошло успешно. Буйвол медленно поднялся на передние ноги, затем тяжело встал. Группа отступила, оставив ему пространство. Буйвол отряхнулся, разбрызгав грязь, и медленно направился прочь. Он отошел от болота и повернул голову, будто выражая благодарность. Неподалеку стадо буйволов продолжало мирно пастись, не замечая происшествия. Буйвол постепенно подошел к стаду и вскоре вновь присоединился к нему. Он начал пастись, изредка оборачиваясь в сторону болота, едва не ставшего его могилой. Элиас, Гарри, Джабари и Майкл еще немного понаблюдали, убедившись, что буйвол в порядке. Когда стадо окончательно успокоилось, они собрали оборудование. Кран уехал, оставив за собой глубокую воронку, полную грязных следов. Элиас отвез команду обратно в центр. Все улыбались и чувствовали радость. Они знали, что каждая жизнь в Крюгере бесценна и достойна защиты. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.